Вот такая вот новость прилетела. Нацбанк Грузии запретит россиянам снимать с депозитов в грузинских банках больше 20% от суммы в иностранной валюте. Имеется в виду, ну, я так понимаю, американские доллары или европейские евро. Ограничение вступит в силу с 1 сентября. Меня чем эта новость зацепила? Я ее увидел на одном Z-паблике, на одном ватном, хорошо, пусть будет так понятнее, так проще, на одном ватном паблике. И ватники там дюже сокрушались. Ах, они сволочи! Какие грузины, ах, они какие нехорошие, да как же такое может быть? Это деньги, которые принадлежат человеку, это его личные деньги, и они разрешают не более 20% суммы снимать. Это что такое? И наши ватники как-то забыли, что 1,5 года назад вообще-то Путин с Набиуллиной сделали даже не то же самое, они сделали еще хуже. Они вообще планку поставили и сказали: в связи с началом известных событий, вот если есть у тебя валютный счет, ты теперь можешь снять в международной конвертируемой, свободной конвертируемой валюте доллары и евро не более 10 тысяч долларов. Эквивалент, да, если в евро там чуть меньше получается, хоть $1 миллион у тебя там лежит, все остальное, извини, гуляй, Вася. Мы конвертируем в рубли, причем по своему внутреннему курсу, который нам больше нравится, даже не по курсу ЦБ, а по курсу вот этого конкретного банка, который сам сегодня придумывает курс, он может придумать этот курс на завтра, поставить 1 рубль равен $1 доллару. И вот ты будешь менять свои доллары вот по этому курсу. Вот и все. Почему-то Z-патриоты об этом как-то забыли. Память у них короткая. Это «Россия без будущего». Совместный проект реальной журналистики и АРУ-ТВ. Андрей Кузичкин по ту сторону экрана. Как раз с точки зрения жителя иностранного государства для россиян, я думаю, он будет сегодня говорить. Ну и я, ватник Александр Романенков. Привет, Андрей. Привет, Саш. Привет всем нашим слушателям, зрителям. И мы начинаем. Итак, Андрюш, вот слушай, меня просто умилила вот эта вот новость. Это ты вот как отреагировал? Ну, я-то никак не отреагировал, потому что у меня счет в банке в Эстонии хранится, поэтому нет проблем с обналичиванием. Но это естественно, это вполне все было ожидаемо, потому что сначала Грузия, Армения, Казахстан радовались, что к ним очень много понаехало людей из России, да тем более денежных. А потом, естественно, все эти деньги раскрутили инфляцию, и цены на жилье поползли, естественно, на недвижимость в целом и на аренду, и, конечно же, на продовольственном рынке тоже раскрутилась инфляция. Поэтому, в общем-то, это вопрос чисто технический, когда именно ограничивают обналичивание какой-то определенной суммы. Ну и плюс к этому ужесточают санкции против России, продолжают ужесточаться, в том числе в банковской сфере. И многие банки очень-очень даже побаиваются теперь работать с вкладами российских граждан. И не только в Грузии, даже в Объединенных Арабских Эмиратах, которые стали теперь оазисом такой относительной свободы, куда прихлынуло достаточно много состоятельных людей из России переждать вот эти вот нехорошие трудные времена, так и даже там начали теперь ограничивать определенные операции со вкладами российских граждан. То есть это полный абзац. Сегодня послы Европейского Союза согласовали 11-й пакет санкций против России. И этот пакет предусматривает, конечно, ужесточение мерконтроля за соблюдением уже принятых санкций, введенных санкций. Плюс дополняется список физических лиц, повязанных как раз с депортацией детей из Украины. И плюс к этому вводятся ограничения еще для 70 компаний и нефтепровода «Дружба». То есть, конечно, продолжается такое санкционное давление на Россию. И поэтому многие банки, они, конечно же, держат ухо востро. И теперь, поскольку уже вся Россия как токсичный такой организм представляется, начинают вот антитоксичные меры какие-то принимать. Поэтому меня это, в общем-то, такие меры Грузии не удивили. Как думаешь, откуда вот в наших людях вот действительно какая-то память у людей короткая? Потому что когда наша сторона делает, вот смотри, делают одно и то же. В свое время, да, не хочется вспоминать чеченскую кампанию, но приходится вспоминать, да, и вот тогда мы говорили о том, что да, вот это не война в Чечне, да, это вот Россия бьется за целостность своих территорий. И вот эти же люди сейчас, спустя там энное количество лет, о
зеркальной, на мой взгляд, ситуации в Украине, они, в общем, воспринимают ее как что-то другое. То, с чего мы начали. 1,5 года назад Россия сама начала с этого. Да, оказавшись в непростой ситуации, оказавшись под прессом, санкционным прессом, предвкушая, что он будет все сильнее и сильнее давить, я, в принципе, понимаю Набиуллину вот в этой ситуации, которая перепугалась, может быть, с целью сохранить какую-то валюту внутри страны и не дать ей уплыть за бугор, не дать остаться вот с нашими деревянными, только вот такое решение было принято. И все вот так же с пониманием относились, когда сегодня, да, ты правильно сказал, те же грузины, те же грузинские банки, банкиры, они могут просто побаиваться, что им прилетит прицепом. Наши соотечественники, они этого просто не делают вид, что не понимают, может быть. Вот это один и тот же человек на одну и ту же ситуацию смотрит как-то почему-то диаметрально противоположно. Естественно, да. Если, например, что-то себе можно позволить, то другим это запрещено, и обывательский ум, он всегда подсказывает именно такую логику поведения. Когда, например, кто-то у кого-то что-то крадет, присваивает, говорит, ну, он себе еще найдет, а мне надо. Вот эта логика такая обывательская, немножечко жиганская, криминальная, она, к сожалению, доминирует в России, потому что люди, жившие исторически постоянно в условиях дефицита, привыкли все время где-нибудь что-нибудь присваивать потихонечку, ну, потому что государственное не свое. И вот эта вот система историческая, она выработала как раз двойные стандарты. То, что разрешено России, не разрешено Западу. Например, если мы бомбим города, то это потому, что мы боремся и защищаем свою родину. А если вот они бомбят города, то, естественно, это акт терроризма, направленный против мирного населения. То есть вот эта система двойных стандартов, она пронизана абсолютно все в России. И политика, и экономика. Ну а если говорить про Набиуллину, я сегодня только что ее слушал, и она сказала, что, конечно, вот последствия этих санкций оказались более мягкими, не такими катастрофичными, как мы ожидали. Но говорить, что все уже закончилось, и мы из этой ситуации выгребли, тоже нельзя. То есть Набиуллина, конечно, говорит то, что ей позволено сказать, позволяет говорить, но вот судя даже по таким застенчивым признаниям, на самом деле, да, ситуация в России будет усугубляться. И я так понимаю, что поэтому пропаганда еще более усиливает давление на публику. И зачастую, ладно, Набиуллина там говорит полуправду или не всю правду, но российские пропагандисты просто гонят прямую, откровенную ложь и фальшь, надеясь, что people все это схавает. Особенно, да, смешно, когда я вот слушаю какие-то отчеты по специальной военной операции в Украине. Тебе так не кажется? Что там просто уже температура, градус забирательства превысила все разумные пределы и нормы. Ты вот меня сейчас провоцируешь вот этим вот вопросом. Нет, мне, конечно же, не кажется. Я, конечно же, доверяю Министерству обороны, естественно, потому что они не могут врать. Я свято верю, что за 1,5 года боевых действий, специальной военной операции вполне себе возможно, что 1,5 триллиона украинских танков было подбито, что плюс 100 500 самолетов было сбито, что ВСУ потеряла только в живой силе 1 100 человек. Я в это верю, поэтому я абсолютно доверяю нашему министерству. Я не могу не доверять Министерству обороны, я не могу не доверять пресс-службе Министерства обороны господину Коношенкову, потому что это официальные лица, они не могут обманывать. Неужели официальные лица в Российской Федерации, неужели официальные СМИ Российской Федерации могут говорить неправду? Я в это никогда не поверю. Ты меня сейчас просто провоцируешь и заставляешь не любить мою прекрасную родину. Я бы вот так ответил. 4 танка, уничтоженные только за один день боевых действий на Донбассе. Украинских, конечно, танков, украинских вооруженных сил. То есть ты этому тоже беспрекословно веришь? Естественно, у нас-то потерь нет. У нас потерь нет. У нас там есть 1,5 раненых бойца, 5000, по-моему, погибших в общей сложности. Вот в эти цифры я верю.
Вот в этом я уверен. Почему тогда Министерство обороны теперь запрещает губернаторам, властям региональным даже упоминать в некрологах погибших героев специальной военной операции? Вот как это получается? Вообще в голову не укладывается. Вторая мировая война, там каждый погибший, Великая Отечественная война, каждый погибший – это герой. С ним носили, значит, их увековечивали, память, естественно, не сразу после войны, потому что много было пропавших без вести. А сейчас ведь вот все известно, кто такой, где, при каких обстоятельствах погиб. А почему-то запрещают даже об этом упоминать в прессе. Боевые действия это продолжаются, герой погиб, выполняя, да, вот какой-то свой долг, находясь, да, и являясь там каким-то небольшим звеном какой-то цепочки, которая продолжается, это секретная цепочка. Если мы сейчас начнем рассказывать, что этот герой был участником вот этой вот секретной цепочки, там, грядущего наступления, там, которое состоится, например, в следующий понедельник, и вот где-то это все озвучим, враг об этом может узнать, и тогда, в общем, грядущее наступление на понедельник сорвется, может быть, как-то с этим связано, я не знаю, честное слово. Но если серьезно, да, вот отбросив в сторону вот эти вот все бредни, слушай, есть у меня и хорошая новость, раз уж мы тут с тобой о санкциях заговорили, о пропагандистах, о бесконечном вранье, и вот да, то, с чего начали, что уже иностранцы побаиваются с россиянами связываться, тут прилетела новость, которая действительно из разряда: вот они нас не обманули, что санкции нам только на пользу. Вот эта новость, правда, без стёба, она нам только на пользу. Оказалось, что у одного из крупнейших провайдеров мобильной и спутниковой связи, компании МТС, в связи с санкциями, они передают сигнал вещательный, в общем, заблокировали всех пропагандистов. То есть вот все пропагандистские каналы МТС начали жаловаться абоненту, что у них и нет, пропали пропагандистские каналы. Вот, как выяснилось, МТС арендовали какой-то там азиатский спутник, хотя они до этого врали, что это их личный, собственный спутник. Я буквально сегодня в программе об этом рассказывал, в 2014 году там все это. Ну, посмотрите реальную журналистику, я там более подробно об этом рассказывал. Вот выяснилось, что они думали, что мы же тут как бы азиаты-то нас не подставят, азиаты-то нам нож в спину не воткнут, а азиаты тоже решили, да ну его нафиг связываться, самим попадать под санкции. А вот и в плане, значит, выполнения вот этих вот международных санкций они просто отключили, вот, ну, те, кто арендодатели этого спутника МТС, они просто отключили все федеральные каналы. Знаешь, и сейчас все абоненты, вот кто сидят на МТС, или те, кто, значит, пользуются через их сети, через их спутниковый сигнал, да, передают вещание, вот они все остались вообще без пропаганды. Больше тебе скажу, сам лично столкнулся, вот у меня здесь на даче я нахожусь, я пользуюсь другим спутниковым оператором, телекартой, у них тоже начались проблемы. У них тоже начались проблемы, начали блокироваться некоторые каналы, пропадать сигнал. То есть не все, развлекательные каналы, нормально, фильмовые, нормально, вот именно вот определенные направленности канала, они начали зависать, пропадать. То есть, грубо говоря, пропаганда начала терять эфир. И вот допрыгались. И оказалось, что пропагандистам, вот они сейчас сидят, вот я про этот спутник недаром заикнулся, так получается, что им скоро даже и вещать-то негде будет. То есть они настолько заврались, что они сами стали жертвами своего же собственного вранья. То есть вот сейчас МТС это серьезно большой крупный оператор связи. У нас большая тройка, их всего 3. Крупных сотовых операторов, это крупные сотовые компании. У нас всего там 4 крупные спутниковые компании. Вот. И сейчас их уберут из эфира, из Ютуба, их тоже выкинули. Я просто боюсь, что пропагандисты друг другу будут все это показывать, записывать на кассету, переписывать. Как, знаешь, там в 80-е годы был сам издат. Там в 90-е, брат 2 недавно смотрел. У тебя Наутилус есть крылья? Дашь переписать? И вот такая же ситуация будет. У тебя есть последний выпуск Соловьева? Есть? Дашь переписать? Вот, я боюсь, вот к этому пришли. То есть, оказывается, все это время брали. Ни черта своего нет. Тут настолько добрались, что они даже в этом плане не подстраховались. Но это полный привет. Я обалдел, если честно. Тут, конечно, Европа свою роль играет. Санкции это как раз были на вещатели наложены уже давно. И они потихонечку, да, все вот эти вот спутники, которые висят, ретрансляцию ведут каналов
российских на Европу, но и в том числе и на Россию, они, да, постепенно их блокируют, поэтому пакеты операторов, которые хотят продолжать вещать на Европу, тоже развлекательный контент предлагать, они, конечно, вынуждены эти пакеты свои почистить. Но когда мы вот оцениваем пропагандистский потенциал российского государства, мне кажется, что он на самом деле неисчерпаем. Ну, конечно же, вот эта вот ситуация с затянувшимися военными действиями в Украине уже общество российское напрягает довольно сильно. А нужно сказать, что власть кремлевская при всем там дебилизме, тупизме и все прочее награждает такими, да, штампами и оправданными, в принципе, чувствительно, очень чувствительно к общественному мнению. Я уже как-то рассказывал, что Владимир Владимирович отчеты ФСО читает постоянно, которые мониторят ситуацию в российских регионах. И я задумался, ну вот понятно, что ситуация тупиковая. А как вы, ребята, будете из этого выгребать? И я, конечно, недооценил этот творческий потенциал. Потому что мы до конца так и не знаем этих целей, это окончательных целей специальной военной операции в Украине. Но, по меньшей мере, две из них постоянно озвучивались. Это демилитаризация Украины и денацификация Украины. И вот понятно, что теперь вроде как уже и ни того, ни другого не случится в обозримом будущем. Как быть? А вот как, оказывается. Выходит, значит, товарищ Песков и заявляет, что задача по демилитаризации Украины практически решена. Ну, он, по сути дела, повторил мысль Путина, немножечко ее развил. Вот. Пока мы, значит, ждем, когда все это закончится, а оказывается, в Кремле-то оно уже все заканчивается. И демилитаризация заключается в том, что у Украины практически своего оружия не осталось, а они вынуждены пользоваться западным. То есть вот Оруэлл до такого бы никогда не додумался. У него самые простые были формулы, да, что правда это ложь, а война это мир. Вот. А здесь еще круче. То если воюют западным оружием не своим, значит демилитаризация полностью вопрос этот решен. Значит, вы победили, да. Не победили, одержали победу. А то, что теперь украинская армия фактически перешла на стандарты НАТО и вооружилась до зубов. Ну, еще пока авиации вот нет, а дальнобойная артиллерия, самоходные все эти установки, танки, много-много чего еще туда понасовали. Это как бы фигня полная. Мы решали, оказывается, задачу демилитаризации, это именно уничтожение военного потенциала Украины по производству собственных беспилотников. А то, что они вместо 100 своих собственных там 1000 завезут с Запада и запустят против российских вооруженных сил, это как бы уже не считается. Ну ладно, думаю, это хорошо. А что с денацификацией-то? А оно-то как-то? Ну пока вот Зеленский сидит в Киеве, вроде как глава нацистского режима, по убеждениям кремлевских пропагандистов, значит, мы не можем ставить вопрос о том, что денацификация тоже уже успешно осуществлена. А фиг вам. В Ростове начался суд над участниками батальона Азов, признанных экстремистским в России. И вот, оказывается, это и есть тоже такой апофеоз просто денацификации. То есть самых отъявленных украинских фашистов поймали и теперь их судят. И можно сказать, что поэтому и денацификация успешно завершается. Меня только, конечно, это вдохновляет на одно, так может быть мы уже и победили, только пока еще этого не знаем. А завтра, ну мы имеется в виду Россия, а завтра скажет Песков, значит, все, задачи все решены, значит, и, в общем, как бы на этом история заканчивается с денацификацией, демилитаризацией Украины. Вот я единственное, что только вижу позитивное вот в этих вот заявлениях, в этой риторике, то вот такой вот неожиданный оборот и ход событий. Вот теперь ожидаем. Как ты думаешь, это реально или нет? На самом деле завтра россияне проснутся и узнают, что, оказывается, победа одержана, как в Северной Корее же. Буквально сегодня где-то в соцсетях наткнулся на такой, он как бы с одной стороны шуточный репост, а с другой стороны очень печальный, да. Хотели, да, отказаться от доллара, отказаться от нефтяной зависимости, слезть с нефтяной иглы, попали в полную зависимость от Китая на сегодняшний день. Да, хотели отказаться от доллара, перешли на юани,
Банк Китая, ну я насколько понимаю, это не национальный банк Китая, не как у нас Банк России, да, но это один из крупнейших банков, который, в общем, определяет. Он, по-моему, так и называется Национальный банк Китая, но он не в том плане национальный, то есть не как наш Банк России. То есть, я так понимаю, это коммерческий, да, банк, но тем не менее такой основной банк, который там определяет погоду в том числе. Вот, они вышли с предложением, что вот без нашего разрешения, то есть наши юани никто не имеет права тратить. То есть, грубо говоря, мы все сидели долго-долго, боялись, что вот цифровые деньги ведут, и вот твои деньги просто кто-то возьмет и заберет. А не нужны уже никакие цифровые деньги. Твои бабки перевели в юани, и теперь ты, прежде чем пойти свои бабки потратить, ты должен у китайцев спросить: дорогие китайцы, а можно я вот этими вашими, моими, но вашими юанями при этом рассчитаюсь, там, я не знаю, за булку хлеба, за фуру зерна, там, за что-то еще. Больше того, Скобеева в эфире центрального телеканала государственного кричит: нам бы сюда еще 3 миллиона китайских солдат. Я так сижу и думаю: ребят, вы вообще понимаете, что вы несете? Вы тупо сдали нахрен страну Китаю, сдаете. И вы, не скрываясь, это делать, и никто этого не видит, не слышит. Либо совсем с ума сошли, либо настолько на дурака все рассчитано. Я отказываюсь в это верить, но я вижу, что происходит, и меня это пугает. Я говорю, все заявленные цели изначально, они все кардинально уходят в ноль, и мы приходим к тому, что ситуация будет еще хуже. То есть, я говорю, если мы раньше, по крайней мере, у нас был газ и нефть, у нас была свобода выбора, мы торговали с миром и так далее, да, это была зависимость, это была действительно нефтяная игла, с которой надо было слезать. Сегодня мы по-прежнему сидим на этой нефтяной игле, но нам выбора не оставили. У нас есть только вот один единственный партнер — Китай или никто. Вот, у нас, значит, сейчас мы еще наберем этих фантиков, их юаней, и не будем знать, что с ними делать, потому что, опять же, куда я с этими юанями? Только в Китай, или там через Китай какую-то сделку оформляет, значит, Китай на меня. А еще если давайте 3 миллиона солдат сюда введем, китайских. Ну, вообще классно. То есть мы сами приглашаем сюда 3 миллиона солдат к нам на землю. Ну, ходите к нам сюда, у нас темно, мы пьяные. Извращенная логика. Вот Михаил Эпштейн об этом как раз и писал в своей книге, что Россия — это страна антипод. Избавляя от долларовой зависимости, попали в зависимость от юаня. И теперь нас убеждают, что это гораздо лучше. Боролись с НАТО, боялись, что НАТО расширится. А теперь приглашаем сами, значит, сюда новых союзников, китайцев. Их мы не боимся. Хотя Китай тоже ядерная держава, и вооружению их достаточно. Вот. То есть это просто бессилие власти показывает. И глубокий такой системный кризис. А пропагандистам остается только бегать и всех убеждать, что Владимир Владимирович непогрешим. Поэтому он все делает абсолютно правильно и никогда не ошибается. Вот извольте верить, что китайцы лучше НАТО, а юань это круче, чем доллар. Но я не думаю, что народ на самом деле в это верит прямо так вот беспрекословно и безусловно. Мне кажется, что российское общество находится в состоянии такого трезвого цинизма. Все понимают прекрасно, только вслух не говорят об этом. Но надеются на... Нет, ты знаешь, на самом деле, вот тут вот первый раз, наверное, за последние несколько эфиров, наверное, в первый раз с тобой с этим соглашусь, вот именно в этом ключе, потому что как раз сегодня днем буквально об этом думал. Что-то шел там, стоял кофе, пил, сигарету прикурил, затянулся, как раз размышлял об этом, что такое ощущение, что вот огромное количество дураков в нашей стране, да, которые вот во все это свято верят, это какая-то такая большая иллюзия. Мне тоже кажется, что подавляющее большинство людей, именно подавляющее большинство людей, они все понимают, но они так вот заняли такую выжидательную позицию и ждут, чем же все это кончится. Потому что, такую, вот в эту ахинею нормальному человеку, который несут про боевых комаров опять вот на этой неделе, причем очень большие люди
люди с большими звездами на плечах в очередной раз говорили, какие-то депутаты на полном серьезе несут ахинею про боевых комаров, которых приручили, воспитали в лабораториях НАТО. Эти боевые комары будут десантированы где-то там, и они будут различать, значит, где русский человек, а где не русский, и будут заражать исключительно русских. И я сижу, думаю, ну это каким надо быть шизоидом, чтобы вот, да, вот это все хинею просто проглатывать. Тронут. Матвиенко и Кириенко эти комары не тронут. 100 пудов. Видимо, вакцинироваться будем от боевых комаров в обозримом будущем, потом от боевых гусей. Вот, потом вот, да, вот мы с тобой там добрым словом вспоминали Коношенкова. Мне тоже кажется, что ну, нормальные, адекватные люди же понимают, что ну, ты вот этими своими заявлениями, понятно, что вы хотите угодить все одному единственному зрителю. Это все, вот все работа, всей пропаганда, она идет на одного единственного зрителя, не на нас. Мы-то все понимаем. Когда мне рассказывают про там миллиарды захваченных бойцов, про сотни триллионов подбитых танков, там про триллионы, там сексиллионы какие-то там сбитых самолетов. Ну, слушайте, ну ребят, это давайте уже... Это и есть настоящая дискредитация российской армии. Устами, да, спикера. Это идет во вред, конечно. Кремля. Потому что ведь, как есть один такой хороший фильм «Олигарх», и вот там вот главный герой, которого играл Машков, он там этому мужику, которого они пытались там избирать, там, то ли губернатором, то ли президентом, он сказал, слушай, ты не высказывайся вот по этим вот вопросам, по вопросам экономики, по-моему. Он говорит, а почему? Он говорит, да потому что они только дураки слушают, но еще и умные люди. И вот мне тоже хочется, вот, чтобы они там, кто-то наконец задумался, кто у них там занимается всей вот этой вот историей. Ну, не только дураки ведь смотрят наших пропагандистов, но еще и умные люди. И противник потенциальный тоже. И они сидят после вот этих вот всех россказней, они там сидят наверняка за животы. Ухахатывают, Comedy Club смотреть не надо. И делают выводы, что у России будущего нет. К сожалению. Ну вот... На этой оптимистичной ноте предлагаю закончить опять, да, опять мы упираемся в одно и то же. Россия без будущего, вот так вот мы себя назвали, просто так огульно. Шутки ради прикола, а вот... А ну все к этому и выплываем. Да, в следующий раз надо, Саш, поискать все-таки потенциал развития, я думаю, так, чтобы быть объективными и разносторонними. Это была «Россия без будущего». Меня зовут Александр Маренков, мой соведущий Андрей Кузичкин, совместный проект реальной журналистики АРУ ТВ. Увидимся, услышимся и очень скоро. Пока-пока, Андрей. Да, всем счастливо, желаю удачи и до новых встреч.